Всем привет! Экстренное включение. Вообще я не собирался записывать это видео, но после того, как я выпустил обзор на Android 9 на Mi A1, люди начали писать в комментариях, что у них столько проблем, что я просто не мог обойти эту тему стороной. В общем-то, в этом видео я постараюсь осветить все известные баги, которые нашел не только я, но которые мне прислали в комментариях и даже писали в личку. И соответственно, это видео будет таким неким предостережением для тех, кто еще не успел обновиться, а также небольшой урок для тех, кто поставил обновление в первой волне. Потому что, как говорится в обновлениях, китайцам доверяй, но проверяй. И на самом деле, чтобы столько багов было выявлено в первые дни обновления, я такого уже не припомню за несколько лет. Начнем с первого бага на Android 9 на Mi A1, это фризы. Эту проблему я успел осветить еще в обзоре Android 9 на Mi A1 и показал видео вставки, сейчас я ставлю ее еще раз. Как это проявлялось у меня? Когда я разблокировал телефон, у меня не работало ни меню приложений, ни нижние навигационные клавиши, работала только верхняя шторка. И после нескольких секунд, наверное 3-4, телефон обдуплялся и начинал все это воспроизводить, те команды, которые я ему задавал, когда он был в фризе. И эта проблема в первый день обновления у меня встречалась минимум раза 4, но это капец какой-то. Вторая проблема, она у меня не проявилась, но очень много людей, я бы сказал, подавляющее большинство писали именно с этой проблемой, перестает работать 4G. Люди писали в комментариях, я также прочитал на форумах, что проблема не связана с конкретно одним оператором, а имеет достаточно массовый характер. Третье, не хочет включаться точка доступа, то бишь модем. На самом деле, ребята, у меня сейчас так горит, вы не представляете, я это уже поясню в 4-м пункте. В общем, один из зрителей после обзора на Android 9 Mi A1 написал мне в личку ВКонтакте, работает ли у меня модем, а то у него какие-то проблемы. Я проверил, в моей модели вроде как все нормально, и он мне прислал видео. В общем, как это проявляется? Когда он нажимает на точку доступа, она у него мгновенно вырубается, и он не может раздать интернет на другие устройства. Он сказал, что не работает ни точка доступа через Wi-Fi, ни точка доступа через Bluetooth. И вообще под точкой доступа у него выводится ошибка, какой-то такой вот косяк. Четвертая проблема с записью звука в видео и вообще с записью видео в целом. На самом деле я заметил этот баг только при монтаже обзора Android 9 на Mi A1. Я записываю все свои видео с Mi A1, и в общем-то в чем проблема? Когда ты записываешь видео, звук видео начинается каким-то прерывистым, я не понимаю в чем проблема. Я подумал, что это какой-то может быть лично мой косяк моего телефона, но человек в комментариях написал, что у него такая же проблема. И вообще какие-то траблы с видео. Я сейчас перезаписываю 3-й и 4-й пункты уже по второму разу, потому что это видео у меня просто вылетело. Я не знаю, что за хрень там китайцы сделали с этим обновлением, но блин, у меня просто горит, потому что конкретно запись видео связана с этим YouTube каналом. И лишние проблемы мне, блин, вообще не нужна запись видео, потому что и так записываю, блин, на телефон. И в общем-то, если подумали, почему звук видео у меня сейчас нормальный, это потому что я записываю сам звук на другое устройство и потом соединяю звук и видео в монтажной программе. Давайте посмотрим, как записались фрагменты с этого видео на Mi A1, на его встроенный микрофон. В общем-то, в этом видео мы пройдемся по всем известным багам, которые смог обнаружить лично я, и которые люди писали в комментариях, и даже писали... А вот для примера кусок с видео, когда я записывал еще на 8-м андроиде. И в общем-то, в чем суть видео? В этом ролике я хочу рассказать по приложению. Небольшая вставка. После того, как я закончил записывать этот ролик, я стал перекидывать файлы из телефона на компьютер и обнаружил, что видео, которое записывалось 40 минут, поделилось на кусочки на 7 минут. Что за фигню наделали в этом 9-м андроиде? Столько багов, столько косяков, как можно было выпустить такое обновление? В общем-то, из-за того, что видео и поделилось на 7 минут, случился небольшой рассинхрон звука от видео, прошу извинить. Пятое, я это в обзоре на Android 9 не осветил, потому что не был уверен, но сейчас могу сказать. Телефон стал намного хуже держать батарею. Для примера, у меня этот телефон используется исключительно как видеокамера, и в общем-то в основное свое время он у меня лежит на столе, и он так мог разряжаться с Wi-Fi целую неделю на 8-м андроиде. На 9-м же я могу сказать, что потребление в фоне увеличилось, ну по крайней мере в 2 раза, потому что теперь он у меня разряжается не за 7 дней, а за 3-4 дня. И в общем-то, если вы используете его как повседневный свой смартфон, он у вас также будет разряжаться быстрее. Даже несмотря на то, на все эти улучшения в 9-м андроиде, там на Adaptive Battery и на другие улучшалки. Шестое, всевозможные вылетания и ошибки в системе. В комментариях под Android 9 Mi A1 один человек написал, что у него происходит ошибка, когда он пытается зайти в настройки звука. На форумах я вычитал, что у людей проблемы с Mi Band, другие всевозможные проблемы. И в общем-то здесь как повезет, всемогущий рандом. У кого-то с одним проблемой, у кого-то с другим.
Ну и последнее, седьмое, недопилы в самой системе. В обзоре в Android 9 я сказал, что на моем Mi A1 не работают так называемые действия или slices на английском. То есть, когда вы заходите в меню приложения, система предлагает каких-нибудь 2 действия на основе предыдущих ваших действий. И, в общем-то, многие писали, что у кого-то до сих пор это не появилось, у кого-то это работает. Лично на моем устройстве это до сих пор не появилось. Ну а также вырезанный редактор скриншотов, который появился в Android 9. Когда вы делаете скриншот, вы можете его сразу изменить, что-то там нарисовать, изменить размер изображения. В 9 же Android на Mi A1 это просто выпилено и заменено на Google Photos. Ну, в общем-то, как решать проблему с действиями непонятно. Кто-то пишет, что помогает смена языка, у кого-то просто так появляется, вообще полный рандом. Ну а проблема со скриншотами еще хоть как-то можно решить, если скачать APK-шку, то есть установщик этих самых редакторов скриншотов с Google Pixel, которые слили в сеть. В общем-то, как-то так. На самом деле у меня вообще горит. Я не понимаю, как можно было так облажаться при обновлении телефона. Блин, вам столько времени давалось, и вы так херово это сделали. И насколько я знаю, сейчас обновление приостановили, по крайней мере, когда я нажимаю на обновление, у меня выскакивает, что обновление сейчас невозможно. И насколько я понимаю, такая массовая проблема только с Mi A1. У моих друзей, у которых Mi A2, Mi A2 Lite, таких проблем не наблюдается. В общем, пипец, когда ждать обновления, которое полечит все эти болячки, непонятно. В январе я сомневаюсь, скорее всего, только в феврале. Короче, как-то так. Если вы еще не обновились на 9 Android, то не обновляйтесь, ждите как минимум февраля. А если вы уже обновились, как я, то, блин, придется терпеть. Тем не менее, моим долгом было записать это видео и поделиться с вами, раз уж я делаю ролики на YouTube. Но проблема с видео лично меня вообще убивает. Теперь как записывать нормальные ролики, я опасаюсь, что ты, блин, записываешь целый час, и потом не потеряешь это самое видео, блин, как-то напрягает сильно. Спасибо, если досмотрели этот ролик до конца, не забывайте ставить пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. Ну и как обычно, всем удачи, всем пока. Столько багов, столько косяков, как можно было выпустить такое обновление?